Я бы ела это блюдо из картофеля каждый день. Простой, дешевый и очень вкусный рецепт. Итак, нам понадобится 3 картофелины. Нарезаем картофель. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада, что вы смотрите меня со всего мира, и я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Нарезанный картофель я отправляю в форму для запекания. Вместо формы вы можете взять обычную сковородку, которую можно будет впоследствии поставить в духовку. Главное, чтобы ручка была железная, а не пластиковая и не расплавилась. Поливаю растительным маслом и приправляю по вкусу солью и черным молотым перцем. Четыре куриных яичка разбиваем в миску. Пол чайной ложки соли и немного черного перца. Вливаем 150 мл молока. И все, хорошо перемешаем при помощи венчика. Вот так. Слишком долго перемешивать не нужно, немножечко все взболтали и готово. Добавляю в тесто 250 грамм муки. И еще раз все хорошо смешаю до однородности. Главное, чтобы тесто получилось без комочков, вот таким вот однородным, довольно густым и хорошо льющимся. У меня здесь кусочек сыра фета, нарезаю сыр кубиками. Добавление сыра фета в тесто придаст ему необыкновенный вкус. Я даже не могу сравнить это с чем-то. Обязательно попробуйте, это очень вкусно, необычно и оригинально. Добавляем в тесто чайную ложку разрыхлителя. Не забудьте, чтобы тесто хорошо поднялось. И отправляем нарезанную фету. Все вот так вот аккуратненько, мягенько перемешайте. Слишком долго перемешивать и интенсивно не нужно, чтобы фета сохранила свои кусочки цельными и не слишком раскрошилась. И половинку болгарского перца нарезаем сначала соломкой, а затем небольшими кубиками. Также мне понадобится половинка репчатой луковицы. Лук тоже мелко нарезаем. Вот так вот. Лучок мы с вами нарезали. Также нам понадобится 6 помидорок черри. Вместо помидоров черри вы можете взять один помидор среднего размера, он тоже прекрасно подойдет. Разрезаем черри пополам и нарезаем вот такими небольшими кубиками. Пока нет свежих и вкусных сезонных помидоров, я всегда предпочитаю брать помидоры черри, потому что они сладкие, сочные и очень вкусные. Мы с вами нарезали овощи и отправляем их в миску. Также нарежем небольшой пучок зеленого лука. Вместо лука вы можете взять петрушку, укроп, кто-то, может быть, любит кинзу или любую другую зелень, на ваш выбор. Отправляем нарезанный лук в миску к овощам, к помидорам, перцу и луку. И все овощи теперь добавляем в тесто и вот так вот еще раз аккуратненько перемешаем. Все просто смешиваем до однородности, слишком интенсивно перемешивать не нужно, чтобы овощи сохранили свою форму и пирог получился сочным и вкусным. Все готово, друзья, посмотрите, тесто очень быстро готовится, и теперь заливаем тестом картофель. Все хорошенько разравниваем. Форму предварительно смажьте маслом растительным или сливочным, чтобы пирог легко можно было вынуть из формы. И я отправляю форму с пирогом в разогретую до 180 градусов духовку. Он будет запекаться 35 минут. Ориентируйтесь по золотистой красивой корочке и по готовности картофеля. Можете проверить пирог на готовность деревянной палочкой, как обычно. Если
Палочка выходит из теста сухой, без следов теста, значит пирог уже полностью пропекся. Натираем кусочек сыра. Вау, только посмотрите, какая это красота! Посыпаем сверху пирог сыром. Получится невероятная, вкусная, аппетитная, золотистая, хрустящая сырная корочка. И отправляем еще на 5-10 минут в духовку, чтобы сыр расплавился, зазолотился. И только посмотрите на это, только посмотрите. Это просто нереально вкусно, необыкновенно красиво и так легко в приготовлении, что любой сможет приготовить этот вкуснейший картофельный пирог. Давайте скорее разрежем его, уже не терпится попробовать и посмотреть, какой он получился внутри. Режется просто как по маслу, очень нежный. Только посмотрите, мои хорошие, это же просто настоящая сказка. Вот такой вот быстрый, вкусный ужин из простых доступных продуктов, которые найдутся на вашей кухне или в ближайшем магазине. Посмотрите на этот кусочек. Нежный, невероятно, просто тает во рту, и я не ожидала, что картофельный пирог может быть настолько вкусным. Кусочки феты придают необыкновенный, интересный вкус, а овощи – сочность. Друзья, это нереально вкусно. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно приготовьте это чудо. А я желаю вам приятного аппетита и скоро увидимся!